Господа, много раз я вам рассказывал про карточку от Тинькофф Банка, которая называется Тинькофф Black. Посмотрите, что у меня есть. Вроде бы не она, но на самом деле нет. Это та же самая карточка Тинькофф Black с выгодным кэшбэком, но теперь она в уникальном дизайне в стиле Рики и Морти. Причем вы можете сами выбрать дизайн, который вам по душе. Хотите с Риком, хотите с Морти или огурчиком, тут надо понять, на чьей вы стороне. Но самое главное, что если вы оформите эту карточку по ссылочке в описании прямо сейчас, то ее обслуживание для вас станет абсолютно бесплатным навсегда. И эта акция действует до 30 июня. При этом все преимущества карты Black остаются в наличии. Это и до 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц, до 30% кэшбэка за покупки у партнеров, список которых постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не какими-то там баллами, фантиками или деревянными. Доход до 7% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. Доступны бесплатные переводы с карты на карты или по номеру телефона. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах, да еще и крутые стикеры дают в подарок. Так что скорее переходите в описание, чтобы успеть оформить дебетовую карту Тинькофф Рик и Морти с бесплатным обслуживанием до 30 июня. Господа, наконец-то выезд, наконец-то Кайен на гусеницах. У нас есть экспериментальные расширители, у нас есть вообще наш экспериментальный автомобиль, и у меня, в принципе, была идея заранее наклеить такую большую наклейку «Испытание». То есть сегодняшний выезд показывает то, что мы не совсем знаем, что будет дальше. Но исходя из опыта предыдущих поездок, мы рассчитываем, что будет классно. Это раз, и сегодня точно нам не понадобится понижайка. Вернее, может, даже она и включена, но газ будет нажат максимально хорошо для того, чтобы это все выглядело мощно. Потому что страха у нас нет. И сегодня наше полотно, оно в любом случае разуется, но сделать это будет крайне тяжело. Гриша дерется за голову. Почему? Потому что за все это разгребать, вот весь этот оптимизм, да, он льется туда. Но я верю, что даже Гриша сегодня просто кайфанет и будет наблюдать за тем, что происходит. Да, вот пожелайте нам удачи, мы стартуем. Давай, врубай. Здесь хода. Здесь Никита тогда привод, помнишь, порвал? Главное, чтобы я успел отскочить через эту палку. Это слезла с самого начала. Она слезла вообще на повороте возле меня. Да. И дальше нас... И дальше нас... А ей внутрь... Но она внутрь не может слезть. Ну да, там, потому что физически она упирается просто в башбар и все. Поэтому я тебе даже и не говорил. То есть тут такая дефолтная ловушка сделана. Да, она не может слезть внутрь, дядя Вань, никак. Она слезла вообще в начале. Ты все время ехал с ней такой. Да. Я поэтому тебе и не говорю. Я вижу, что она упирается, и как бы и все. Такая идея была, чтобы она туда упиралась. Все идеально. Вот такую же с этой еще делаем. Отсюда делаем такую дугу сюда. Смех смехом, я тебе говорю. А это реально может сработать. Да, серьезно, а почему нет? Короче, дядя Ваня говорит, что он хочет вкатиться, поэтому пока газу нет. Но, как вы поняли, наше улучшение уже приводит к тому, что гусеница в 60% случаев уже слезать не будет.
Альфа шикарно выглядит, просто шикарно. И в этот раз легче. Да. Объектив целый. Ну, не как я, конечно, на Range Rover. Понятно, что Иван только начинающий контент-мейкер. О, микрофон. Правильно, замазал туда, красава. Как вы поняли по мне и по Никите, эта штука сильно брызгается теперь, потому что когда ешь ходов, крыльев же ничего нет, как, кстати, часто бывает у танковой техники, у внедорожников гусеничных, у них именно накладки на крылья. У нас пока, нам это вообще ничего не надо, нас интересует зато экшен. Та самая узкая колея, которую мы в прошлый раз, помните, как мы ее преодолевали? Куча человек по разные стороны, камеры, крадучись, на первой передаче, на понижаечке мы сюда заползали. Что же будет с нашими гусеницами, непонятно. Все, 100%. Сейчас садимся, нажимаем газ и заезжаем. Ну, чтобы вы просто понимали разницу. Так, вот это уже страшно. Он сюда ударился сначала одной, потом второй сюда его раскидало, тут еще подкручивал. По-моему, все космос. Ничего с ней не будет. О, она делает. Все, оделась обратно. Мы даже этого и не заметили здесь. Первая ступенька, все подсохло хорошо. Ну как подсохло, жижа-то осталась. Сюда не поедем слишком просто, 100% проедем, потом покажем. Здесь тоже слишком просто. Сюда мы не влезаем. Здесь в прошлый раз мы не заехали, мы разулись, потому что вот тут, куда показывает антенка, вот этот сучок, на нем мы разувались. Соответственно, сейчас сразу, сходу, просто зафигачиваем и едем оттуда вот сюда. А потом заедем вот там, потому что, видите, вот эта жижица, вот эта вот, она прямо очень сочная, поверьте мне. С ней шутить не надо, но мы там тоже сейчас заедем. Уперлась. Пробую равняться. Просто чудовище. Зацепы. Чуть назад и газу. Или просто отпусти руль. Моя намертво гусеница стоит. Больше назад, больше ходов, не стесняйся. Это не будет. Нет. Привод готов, да, все. Точно привод, говорим, все, не крутится. Да, там удар был такой. Но привод есть запасной, это все, ладно. О, как вылезать, ну-ка. Там-то вертикалочка в салоне уже, да? В общем, привода это ладно, их можно сделать крепче. Причем забавно, что рвет. А, это второй рвет, который не усиленный, это старый второй рвет. Вот, тогда вообще все в порядке. Значит, это привода первого поколения, один из которых порвался под Никитой тогда, когда дубасили, а теперь порвался второй. Соответственно, сейчас станут усиленные привода. Ну и погнали. Значит, минусы вертикального положения кузова. Вам непонятен угол по видео, это так всегда обычно, но он в наличии, где-то градусов, наверное, 40. И что я хочу сказать, что все высыпается, капец. Новый привод на месте, и теперь мы шарашим дальше. Так. Четко. А может попробовать сейчас? Попробуй из этой позиции чуть-чуть аккуратно. Попробуй. Не,
буксует. Все, давай назад. Но было очень близко. Короче, проблема получается в том, что весь КН стоит просто на двух корнях деревянных, вот так, которые очень скользкие, зацепа совсем нет, а он прям на них висит, как балансирует. Во-во-во-во-во. Скользим, скользим справа. Блин, тут почти вообще. Короче, весь КН висит буквально на двух каточках. Че, не хватает, понижаешь, что ли? А попробуй чуть больше дать, побуксовать правой стороне. Держи, держи, держи. Вот попробуй. Попробуй, пробуй, 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 пробуй. Еще, 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 еще. Держи, 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 держи. Нет, нет, не пролезает, да. Все из-за этих корней, конечно. А просто вот на двух деревяшках. Тут просто смотри, в чем прикол. У тебя вся гусеница скользит вот на тех двух корнях и все. Зацеп, он ровно двумя катками, он висит вообще. Вот, сейчас берем вот сюда вот веревочку. Да, 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 вот да, да. дереву, И и все, и он так. заедет прям в лед. Ну это ж классика. Прикольно. Самая лебеда. Или сюда бревно привязать. Ну, вот как обычно, короче. И все, и ты заезжаешь сразу же. Сейчас поможем этой стороне, чтобы ее немножко развернуло. Ты даже сюда просто лопату, если привяжешь, он уже зацепится и все. Ну, То есть кстати, просто, да, чтобы можно за под одно корень просто. зацепился. Да. Без вариантов. Это раз. Два, у нас есть еще схема с бензопилой и бревном тем любым, и сюда, которая привязывается вязочкой, и все. Но препятствие лютое, я согласен. И все равно оно борется. Если бы, кстати, были грунтозацепы какие-то, вот просто вот такие вот даже, вот, уже бы заехало. Он бы за бревно как раз за корень за это чик, или бы запиливал просто его в рельеф. Пошло буксовать, еще не натянуло, еще нет натяга, еще нет, нет, нет. Начинается легкий натяг, натяг пошел, крепче, закусила гусеницу, все, все, давай, теперь обе работают. Все, пошел, давай, давай. Можно зад-вперед еще раз качку дать, все нормально. Оу! Хорошо было, очень хорошо. Спасибо, обосрался. Причем такие сыграем до последнего, стоим, уже на нас смотрит, уже такой едет на нас. Да не, все нормально, а потом мне что-то вообще ненормально. Оказывается, так можно делать постоянно, и как это легко прямо вообще. Супер. Скилл растет. Вот он, машинист-герой. Вот они, наши ребята. Дальше за руль садится Григорий, потому что Иван хочет посмотреть, как это выглядит снаружи. Я, честно говоря, тоже. И я, наверное, прокачусь на обратном пути. В общем, едем к первому ручью. Жестко, жестко. Сейчас будет обливать. Очень обливает мощно. Боже мой, что он творит? Он дикий. Он сейчас меня будет. И ведь никто не поверит, что здесь болото. Все скажут, да тут на Ниве проедешь. У Каена выпала фара. О, какие тормоза лютые, да? Аж фары выбрасывает. Вот это да. Вот это мощь. Вот это взрыв. Вот это удар. Грин, мне кажется, ее надо в багажник положить. В общем, господа, мы на первом ручье. Посмотрите, какая жуть. Максимально сейчас плохая фракция глины. Просто максимально плохая. То есть это очень глубокая глина и сверху с палец воды. То есть она вот в своей консистенции самой дурацкой. Сейчас прямо здесь жесткие страдания. О, какая ступенька! Какая ступенька здесь в начале.
Вот там прям гибель всего живого вот в этом котловане. Ну, вы это видели много в наших видосах. Шарпообразные здесь не затаскивают. Мы, скорее всего, тоже. Но если первый ручей будет взят, это просто космос. Кто рыл, а? Кто это сделал? Кто это сделал? Самое время дать вам немножко теории. В чем наше отличие от, допустим, тех же шерпообразных и прочих вездеходов? У нас есть хода. Вы только что это видели, что у нас есть мощность и у нас есть хода. Следовательно, многие вездеходы не могут набрать скорость внизу, чтобы потом на этой скорости выпрыгивать на ступеньку и дальше на газах идти вперед. Потому что, как правило, вездеход с какой передачи тронулся, на такой и едет. А тронуться в этой глине на довольно высокой передаче не получается. В связи с этим вот наступает это вот и не затащили. А мы хотим затащить чисто на инерции. Сработает это или нет, мы понятия не имеем, но сейчас все увидим. О, следы лося! Ребята, я взял их! Это лось. Это я прошелся. Это лось. А это Никита. Видите, что разницы нет. Первый ручей. Давай, пожалуйста. Покорись-то. Нет, забуксовал. Все-таки очень скользко. Пошло. Красавчик. Какое мясо. Да, фрикционы в глине в этой. Вот, типа, неплохой вариант, да. И вот так несколько раз бы. В общем, забавно, что пробуксовывает именно левая гусеница, правая как влетая вообще. О, и вот отсюда на прямом руле попробуй, что получится. По виду как будто не получится. Идеально! Вот отсюда на прямом руле назад, по идее, должен заскочить прям по кайфу. Это просто жесть! Давай ему просто подостыть дадим, коробки и прочему. Не, очень мощно, он очень уверенно себя там чувствует. Он не садится вообще никак. Ты посмотри, какая там вакханалия. Там все колесное бы уже погибло. Это как в миксере, знаешь. Он просто бесконечно роет, но при этом движение не теряет. Конечно, у нас снеговая гусеница. Вот если были бы грунтозацепы, вот как на АТЛ-ке, вот эти просто вот такие скобы, мы бы уже давно или сели бы по фары, или бы выехали. Но у нас гусеница пока что, ну, просто зимняя. Все равно не последняя будет другая, я уверен, будет зимняя, летняя там и так далее. Или съемные грунтозацепы, скорее всего, будут. И так, ну, это можно, короче, сделать. Сейчас дадим коробке подостыть и прямо... Ну, конечно, когда на тебя со стороны смотришь, думаешь, да я сейчас сяду, да я смогу, но мы знаем, что это может быть обманчиво. Не знаю, это мощно. Да, нам не выбраться на ступеньку, мы по-прежнему, как и остальные вездеходы, не можем взять первый ручей, но мы не можем там и погибнуть. Вот что главное. Мы выезжаем. У нас есть много видосов, где это превращается в ловушку. Он ездит, ездит и ездит. На таких гладких относительно гусеницах. Если ему какой-нибудь шерпа-протектор, ну, все. Это будет прям хана. Но пока... другая задача. И ничего не слезает. Вот что, видите, основная цель этого видео, что все, мы про полотно не думаем, мы едем как хотим. Но первый ручей надо еще долбить. К чему это я? Что заехать мы не можем, потому что вот этот тормозной диск, вот он должен тормозить. Там есть суппорт, который, если совсем просто для вас объясняю, должен к нему очень плотно прилегать. Но когда вот это попадает между суппортом и вот этим тормозным диском, как вы понимаете, есть проскальзывание. Избежать этого можно или защитив тормозной диск, но это почти невозможно, рано или поздно все равно до него все доберется, но мы сделаем версию защищенным. И второе, это просто поднять давление тормозной жидкости в этом самом суппорте, что, опять же, скоро будет сделано.
Поэтому испытания пока идут успешно. В общем, я сажусь за Кайен. Настало время облажаться по-крупному, господа. Значит, надо включить зажигание сначала. Теперь надо замкнуть проводочки, потому что мы еще ничего не закончили, это испытание, напомню. Дворников нет, поэтому, да, лабаш будет такой, и мы едем. Все отлично. Сейчас я проводочки подразведу друг от друга подальше, чтобы они не мешали. Никакого опыта еще на Кайене у меня нет. УЗ там прикалывается, малеха. Разгазуешься, не прикалывается. Все. Стартуем. Надеюсь, что-то получится. Надо, короче, делать контент. Было неплохо. Пробуем. Еще раз. Пошло мясо. Короче, ездит она где хочет, если вкратце. Все, что нужно для этого, это чуть сдать сначала назад, а потом чуть вперед. Короче, я все понял. Мы работаем. Вообще кайф, просто кайф, мне нравится. Техника, братан. Слишком поздно, ребята, я сориентировался. В лабаше все меньше видимости, а значит страха нет. Ведь если ты не знаешь, что тебе грозит, то глупо этого бояться. Но, по-моему, это было максимально жестко. Очень страшно, но делать нечего. Короче, видишь, нужен момент подгадать, когда не попадаю под переключение передач. Блин, короче, ездит она просто до конца вообще. Ребята, что-то сейчас будет. Короче, сейчас одна попытка еще, и надо просто остужать фрикционы, а потом они остынут, и я с первого раза сразу выйду. Да, они немного остыли, да, и ты видел, сразу задом сюда выехал, прям вообще нормас. Господа, как вы поняли, успех неизбежен, и он совсем близко. Она все равно, ее можно разуть за 10 секунд.
мы не скажем при каком условии. Не здесь. Для этого вам даже в лесу вы не сможете ее разуть. То есть есть небольшие вопросы, но об этом уже в следующих сериях. И все, что мы сегодня поняли, это то, что нужно поднять давление в фрикционах, потому что просто мы теряем сцепление мотора коробки непосредственно с гусеничным полотном. Это нормальная история, это все настраивается, только не здесь. Это делается полумеханическим образом, поэтому это не проблема, потому что на этой же самой системе у нас в Bentley давление, ты говорил, 120, да? А здесь 70. То есть разница есть, это космос. Соответственно, надо поднять просто здесь давление, плюс пока она была еще под победой, этого хватало, а сейчас залетел тяжелый Кайен. И таким образом мы уже будем пилить берег, когда вылезать на него. Потому что сейчас вы поняли, мы вылезаем, я жму газ дальше, а там как будто сцепа буксует, условно говоря, чтобы вы все понимали. Поэтому я сейчас даже на эту ступеньку не мог выбраться. Сейчас мы просто ждем, пока остывают тормоза, и выезжаем. Но глобально расширители капец как работают. Кроме расширителей еще работает баш-бар, который работает как уловитель в случае, если гусеница пойдет внутрь. Серьезно надо сделать еще такие вперед, и тогда не будет разуваться передняя звезда. А пока звезды не разулись, ведущая и натяжитель, все остальное абсолютно все равно. Остальное может жить вообще своей жизнью, никуда оно не денется и будет продолжать движение. И это главная пушка. Значит, что мы вот этими маленькими шажками примерно в нужном направлении двигаемся. Есть что делать, есть куда работать, и самое главное, есть куда выезжать. Потому что этот первый ручей будет побежден. Есть к этому все предпосылы. Я уж молчу про то, что можно просто психануть, заказать полотно с другими крутозацепами и все. Но все-таки основное назначение гусеничной техники в нашем понимании пока что это снег, песок. И там такие грунтозацепы пока идеальны. В целом поменять его ничего не стоит даже по деньгам. Просто заказали с другим рисунком, и оно пришло с другим рисунком. Уже на следующей неделе переговоры с НПО «Композит» по поводу этого самого шипа, чтобы он был центральный и твердый. И, наверное, будет сцена после титров, мы же еще обратно поедем. А кого мы садим обратно? О, Игорян! Игорян! Садись. Я тебя не сдерживаю, давай, братан. Тут не так глубоко, ты же видишь, я вон стою даже. Да. В общем, сейчас сажаем за руль Игоряна на обратном пути и просто смотрим, что происходит. Напомню, Игорь, хоть и постоянно в нашей команде, с нами видел много нюансов, на самом деле уже знает, тем не менее, за рулем, даже по парковке он нигде ни разу на этой технике не ездил. Удачи! По-человечески просто желаю тебе удачи. Давай попрощайся, нормально будет. Искал сцена после титров. Прощай, Владислав. Хорошо. Осталось совсем чуть-чуть, и в любом случае это чуть-чуть уже получится через недельку или две. Так что не знаю, будет ли в следующий вторник видео, на всякий случай, но вполне может быть, что так и будет. Огромное всем спасибо, что смотрели это, огромное всем удачи и пока. А уйти из кадра. Ребята, вы что-то тут меня совсем уже хотите это с грязью смешать, я понял, да. Сцена после титров. Кайен, Игорь. Никаких инструкций, ну только завести, как покажем. Поворачиваешь ключ и 2 зеленых проводочка, это стартер. Все. Серьезно, ты разберешься по ходу дела. Больше никаких инструкций. Ну, газ справа, драйв, как обычно, ставишь, стекла почистили, Игорян, все мощно, надежно. Я пойду вперед к Балатине, я на опыте уже, я знаю, что сейчас будет. Пойдем. Ему Гришка еще на болото показывает. Вот и все. Просто ничего не надо объяснять и ничего не надо делать. Человеку не дали никаких инструкций, он просто садится и едет. Все остальное за него делает вездеход. Игорян назло. Интересно, а что там такое происходит, что все бегут? Он пошел на ступеньку, пацаны, мордой вниз. Давай, нормально будет.
Никуда он не денется. У него страха нет, понимаешь? Нам с тобой сейчас будет... Я тоже, его не стоит. Просто боимся и все, да. Главное, что ему не страшно почему-то. Никаких комментариев, ничего не надо. Да, ты смотри. О, еле поместился. Всем там почиркал. Вот, видишь? А ты, мы бы с тобой реально заснули. Я, по крайней мере, точно бы туда не сунулся, можно.